Добрый день, уважаемые зрители, друзья и все, кому действительно не безразлична справедливость, законность и судьба людей в современной Украине. Сегодня я, юрист Валерий Табаков, вынужден выступить с жесткой и принципиальной правовой оценкой очередного потока грязи, лжи и личных оскорблений, который вылил в мой адрес так называемый украинский историк и журналист Игорь Швец в своем последнем стриме. Пан Швец, вы не просто перешли все допустимые границы критики, вы полностью сорвались и скатились в банальную дефамацию и публичное унижение личности. Вы неоднократно называли меня безхатько, бомж, теребомж, подлая личность без чести и достоинства, злобный старик, безхатько из Болгарии, обвинили в сознательной подставе Вячеслава Зинченко под уголовное дело и в работе на интересы полиции. Это уже не эмоциональная оценка, это прямое, публичное, целенаправленное унижение чести, достоинства и деловой репутации, что прямо подпадает под действие статьи 277 Гражданского кодекса Украины. Я фиксирую каждое ваше слово и оставляю за собой полное право на судебную защиту своих прав. Вы человек, который постоянно позиционирует себя как последний окоп обороны и рискующий жизнью за правду. Вместо того, чтобы провести нормальный юридический разбор, просто выплеснули ведро личной злобы и ненависти. Почему? Потому что я посмел сделать то, чего вы так боитесь. Публично обнародовать видео из ТикТок, в котором сам Вячеслав Зинченко рассказывает о грубом давлении на него со стороны двух старших офицеров львовской полиции, о шантаже, угрозах его родителям и предложении взять на себя убийство Ирины Фарион. Вы называете это подставой, я называю это выполнением гражданского и профессионального долга – довести до общества информацию, имеющую важный общественный интерес. Согласно статье 34 Конституции Украины, каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Информация о возможных пытках, шантаже и давлении на обвиняемого в СИЗО по резонансному делу – это именно такая информация. Ваша главная манипуляция заключается в следующем. Вы сознательно смешиваете два совершенно разных понятия: публичное обсуждение открытого видео и официальную процессуальную жалобу от имени лица. Я никогда не заявлял, что действую как адвокат по нотариальной доверенности или подаю официальные документы в ДБР или прокуратуру от имени Зинченко. Я действовал как юрист и общественный деятель, комментируя публично доступный материал. Вы же специально исказили этот факт, чтобы выставить меня преступником и подставщиком. Особенно цинично звучит ваше постоянное напоминание о том, что я якобы безхатько из Болгарии и сижу в хосписе. Пан Швец, мое текущее место нахождения не отменяет ни моего юридического образования, ни моих профессиональных прав, ни моего права говорить правду.
Тысячи честных украинцев сегодня находятся за границей по самым разным причинам. Это не делает их бомжами, а ваши попытки унизить человека по признаку места проживания – это прием не борца за правду, а обычного базарного хулигана. Вы утверждаете, что я подставил Зинченко, потому что он находится в СИЗО, и теперь его якобы на нем могут отыграться. Позвольте спросить вас прямо, а как, по-вашему, должно вести себя общество и юристы, когда человек в камере рассказывает о давлении и угрозах? Молчать? Ждать, пока его окончательно сломают? Именно такой логикой и пользуются коррумпированные силовики. Сиди тихо, пока сидишь. И вы, человек, который якобы ненавидит систему, эту логику активно повторяете и защищаете. Вы, милиционер Рэмбо 90-х, пытаетесь учить всех, что пока человек в СИЗО, о давлении на него говорить нельзя. Это не защита Зинченко. Это классическая апология полицейского произвола. Вы фактически говорите: терпите молча, иначе будет хуже. И после этого имеете наглость называть себя защитником прав украинцев. Я прекрасно понимаю тонкости украинского судопроизводства и оперативно-розыскной деятельности. Видео из TikTok само по себе не является официальным доказательством в уголовном деле. Это правда, но оно является достаточным основанием для общественного резонанса, для привлечения внимания СМИ, правозащитников и общества. Именно для этого и существует свобода слова. Ваша попытка представить меня агентом влияния или человеком, который якобы работает на полицию, выглядит особенно жалко на фоне того, как вы сами бросились защищать честь старших офицеров львовской полиции, которых даже не знаете лично. Вы не стали разбираться по существу. Вы сразу кинулись обелять систему, которую якобы критикуете. Пан Швец, я не боюсь ваших оскорблений. Я давно привык, что за правду льют грязь. Но я категорически не позволю вам безнаказанно поливать меня и искажать факты. Ваши слова о том, что я якобы подставил Зинченко и его семью, это ложь. Я действую исключительно в рамках закона и в интересах гласности по делу, которое имеет огромное общественное значение. Я продолжаю защищать права Вячеслава Зинченко и его семьи всеми законными способами. Не ваши оскорбления, не ваши манипуляции, не ваши попытки меня запугать и дискредитировать меня не остановят. Тем, кто смотрел стрим Швеца, ставил лайки и распространял его ложь, рекомендую задуматься, когда вместо дискуссии по сути вы поддерживаете личное оскорбление и дифамацию, вы становитесь соучастниками разрушения нормального публичного пространства в Украине. Я оставляю за собой право на полный правовой ответ и судебную защиту своей чести, достоинства и деловой репутации в соответствии со статьей 277 Гражданского кодекса Украины. Правда не боится света, а те, кто боится публичного обсуждения
фактов давления в СИЗО очень хорошо показывают, на чьей они стороне на самом деле. С уважением к тем, кто ищет правду, а не дешевый цирк и личные разборки. Юрист Валерий Табаков.